Фильм Кристофа Ганса «Возвращение в Сейленд-Хилл» — это тоскливый перформанс душевно больного архитектора, который пытается воссоздать Шартерский собор из деталей лего, обмакнутых в гной и пепел. Все элементы узнаваемы. Туман, пожирающий реальность, монстры как воплощение вины, мелодии Акиры Ямаоки, тоскующие в саундтреке, словно призраки в консервной банке. Но собраны они с таким фанатичным буквализмом, что результат напоминает не экранизацию культовой игры, а ее патологоанатомический протокол, где вместо таинственной пульсации остается лишь холодный шрам от скальпеля на мертвой ткани. Ганс, одержимый идеей верности канону, упорно копирует позвоночник сюжета — историю Джеймса Сандерленда, идущего через кошмарный город навстречу с призраком жены, но при этом забывает, что душа оригинала обитала не в пикселях, а в промежутках между ними, в тишине, нарушаемой только хрипом радио. Его фильм — это громкая, навязчивая экскурсия по чужим кошмарам, где каждую метафору приходится разжевать и показать на пальцах, словно зритель туповатый ребенок, случайно зашедший на сеанс для избранных. Основная драма, разворачивающаяся на экране, меркнет перед драмой режиссерского подхода. Ганс, словно фанат с тремором в руках, скрупулезно расставляет по полочкам самые эффектные атрибуты Silent Hill 2, пирамидоголового, корчащихся от похоти медсестер, ползающих голышом созданий. Но в погоне за визуальной аутентичностью он совершает чудовищное предательство против самой сути материала. Гениальность игры была в ее интровертности, в том, что весь ад был проекцией внутреннего пейзажа героя. В фильме же этот интимный ужас меняется дешевым карнавалом внешних угроз, куда для пущей зрелищности впихнуты еще и культисты из первой части, словно бездомные актеры, которых жалко выгнать со съемочной площадки. Получается шизофренический коктейль. С одной стороны, трогательная попытка сохранить катарсис сцены у зеркала или разговора с умирающей Анжелой, а с другой — абсолютно немотивированные пробежки Джереми Айвинса по руинам, которые сняты с вялой беспомощностью рекламы антидепрессантов. Актер здесь не проживает трагедию, он лишь корчит гримасы крайней степени похмельной озабоченности, в то время как Ханна Эмили Андерсон в роли Мэри парит по кадру с таким ледяным, фарфоровым безразличием, что начинает казаться, ее персонаж — не трагическая любовь, а дорогая кукла, забытая в аттракционе «Дом с привидениями». Вишенкой на этом торте из благих намерений и творческой импотенции служат технические решения, которые балансируют на грани эстетического преступления. Одно дело — стилизованный театральный туман, создающий клаустрофобию, и совсем другое — компьютерные задники, которые выглядят так, будто их рендерили на игровой приставке первого поколения, да еще и в моменты, когда сценарий внезапно дарит Silent Hill'у безмятежно голубое небо. Это не смелый художественный ход, это просто кощунство. Даже монстры, которых, по словам Ганса, играли живые танцоры в гриме, в финальном монтаже тонут в море пластикового CGI, превращаясь из воплощений экзистенциального ужаса в скучных противников из дешевого мобильного хоррора. Вся картина упорно игнорирует фундаментальный закон адаптации. Слепая верность букве убивает дух. Ганс заставляет нас не чувствовать леденящий душу самообман Джеймса, а тупо наблюдать за галочками в списке «Это было в игре». В итоге «Возвращение в Silent Hill» — это не фильм ужасов, а странный, унылый гибрид визуального ремейка и концептуального фанарта, который фанатов разочарует поверхностностью, а новичков оставит в полном недоумении. Стоит ли смотреть? Да. Если вы хотите своими глазами увидеть, как один из самых пронзительных сюжетов о вине и искуплении в поп-культуре превращается в дорогую, но безжизненную восковую фигуру, которую водят по кругу под запись саундтрека из оригинала. Это тот самый случай, когда лучше 100 раз пройти игру с ее пиксельными тенями, чем один раз испытать это сияющее голым пластиком и сюжетной беспомощностью чистилище.